Всем привет! Это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить торт. Торт всем известный под названием «На сковороде». Делается такой торт просто. Не нужно большого количества продуктов, он получается вкусный, потому что коржи на сгущенке. В общем, быстро, просто, вкусно. Начинаем. Для самих коржей нам понадобится обычная сгущенка, одно яйцо, чайная ложка разрыхлителя и мука. Сгущенку отправляем в большую мисочку, где будем замешивать все тесто. Яйцо нужно вот так вот взболтать. Это можно сделать вилкой, не обязательно делать это миксером. Видите, я все делаю венчиком, да и ложкой. Муку я буду отправлять частями, где-то на 2 раза. И разрыхлитель сюда сразу. Просеиваем половину муки частями, потому что тесто должно быть мягкое. Смотрите, сгущенка моментально впитала в себя муку, и тесто начинает держать форму. Теперь все тесто отправляем на стол. Стол припыляем мукой, сюда отправляем тесто и всю оставшуюся муку просеиваем на тесто. Теперь замешиваем. Всю муку нужно вмешать в тесто. Вмешали всю муку. Значит, посмотрите, тесто получается тугое, поэтому вымешивать его тяжело. Что я делаю? Я сразу, до того, как сейчас буду полностью вымешивать, его нужно еще немного вымешать, делаю из него колбаску и делю на количество коржей, которые я буду печь. Я делю на 6 частей, а вы можете делать на 7, на 8. Это будет количество коржей, которые будут в вашем торте. Каждый кусочек нужно вымешать. Вот так еще где-то по 3 минуты. Каждый кусочек я вот так вот вымешиваю. На сухом столе, без муки, без ничего. Каждый кусочек я буду раскатывать в корж. Значит, все будет зависеть от сковородки, на которой вы будете жарить. Эта сковородка у меня 21 сантиметр в диаметре. Я взяла точно такую же тарелку. Вот так, посмотрите, чтобы был вот такой коржик. Они поднимаются, потому что на разрыхлителе. Если у вас сковородка больше, делайте диаметр больше, 23-26 сантиметров. Просто у каждого будет разное количество коржей. Так, посмотрите, очень хорошо отходит от стола. Вы видите, не делайте на муке их, потому что будут гореть. Я делаю вот на таком силиконовом коврике. Если у вас коврика такого нет, делайте на столе. Но у меня стол такой, знаете, немножко ребристый, а он должен быть гладкий, тогда хорошо будет отходить тесто. Значит, я катаю сразу все коржи, выкладываю их на тарелки, только каждый на свою тарелку. Не все вместе, на одну, чтобы они не послипались. И потом буду жарить. Из всех обрезков у меня еще вышло 2 коржа, итого 8. Если вы в диаметре будете делать торт больше, 26 сантиметров, 25, тогда коржей у вас будет меньше. Так, вот последний корж, вот это вот, собственно, у меня вообще остаток. Значит, посмотрите, я их все разложила, и теперь буду жарить. Разогреваем сковородку сухую, ничего на нее не наливаем. Как блинчики жарим. Сковородку слишком разогревать не стоит, чтобы блины эти не горели. Закладываем один. Очень быстро, не буквально как блины готовятся. Сейчас тесто начнет чуть-чуть подниматься, и вид такой будет. Вот видите, тесто начинает проготавливаться, уже оно такое сухое сверху начинает быть. Тогда переворачиваем, сейчас покажу. Посмотрите, видите, уже край суховатый. Вот теперь поднимаем и переворачиваем. Видите, как блинчики. Запах при жарке этих коржей, сгущенки, очень вкусно пахнет. Коржи горячие, их нужно разложить, потому что если вы оставите вот так один на одном, они помокреют. А нам нужно, чтобы остались сухие. Пока остывают коржи, приготовим крем. 2 яйца в мисочку сюда. Сейчас их будем взбивать тоже. Можно не делать миксером. Если у вас нет, то делайте венчиком.
Но лучше венчиком. Вилка не подойдет. Так, это ваниль. Можно ванильный сахар, любую ванильку. И перебиваем яйца. Просто вот так вот взбалтываем в пену. В яйца сюда отправляем весь сахар. Сразу можно весь. Перемешиваем. До конца вы его не растворите. Не нужно этого делать. Просто перемешать. Сюда же отправляем 5 ложек муки десертных. Перемешиваем с мукой. И, значит, смотрите, как только мука начинает вбираться в яйца, я беру молоко. Не нужно вмешивать всю муку сразу. Немножко молока и замешиваем. Видите, получается такое, знаете, чем-то похоже, как мы делаем тесто на блинчики, только с большим количеством сахара. Так, теперь еще молока. Таким образом у вас не получится комочков, потому что если вы муку отправите сразу в большое количество молока, муки мало, для тут 700 мл молока, то у вас будут комочки, придется на сито перетирать. А так, посмотрите, без комочков. Ну все, собственно, доливаем все молоко. Весь крем отправляем в большую кастрюлю с плотным толстым дном. Сейчас будем варить заварной крем. У меня кастрюля на 5 литров. Чем больше будет кастрюля, тем быстрее сварится крем, потому что площадь большая. Помешиваем крем, делаем огонь где-то чуть выше среднего. А когда начнет закипать, сделаем маленький огонек. В общем, варим до загустения. Как только молоко в креме начинает закипать, видите, уже пар хорошо идет, оно начинает густеть, поэтому непрерывно помешиваем. И со всех сторон, со стеночек, чтобы оно не пригорало. Обычно оно схватывается быстро. Вот я чувствую, как по дну оно хорошо схватывается. Видите, сразу густеет. Как только начинает булькать, ждем 30 секунд и отключаем. Переливаем крем в отдельную емкость и даем ему остыть. Когда крем полностью остыл, берем мягкое сливочное масло. Отправляем его в миксер, его нужно хорошо взбить. Приблизительно 3 частями вводим крем в масло и взбиваем. Крем взбился, он такой глянцевый, красивый, посмотрите, какой однородный. Красота. Все, собираем торт. Немного крема отправляем на саму подложку торта, чтобы не ерзал он, когда мы будем его резать и собирать. Закладываем первый корж, так поочередно перемазываем коржи кремом. Не жалейте крема, потому что коржи впитывают крем очень хорошо, поэтому не жалеем и оставляем немного, чтобы замазать еще края торта и верх. Когда перемазали торт, я посыпаю обычно дробленым печеньем, любым. У меня вот такое я на блендере перебила. Можно орехами, у меня здесь рядом орехи, можно смешать, можно кокосовой или миндальной стружкой. Ну, в общем, это то, что есть дома под рукой. Хорошо, теперь все засыпаем. Оставляем торт пропитаться в холодильнике на целую ночь, то есть 4-6 часов. Торт постоял ночь в холодильнике. Сейчас разрежем, посмотрим, какой внутри. Посмотрите, как выглядит красиво внутри. Вот такая вкуснота. Пробуем наш тортец. Так, смотрите, какой мягкий, пропитался и очень мягко режется. Так, ну что у нас получилось? Пахнет вкусным заварным кремом. Мягкий. Похож на Наполеон. Просто коржи. Даже не скажу, что они сделаны на сковородке. Не совсем понятно по структуре, какие коржи, но очень похож по вкусу на Наполеон. Если есть с закрытыми глазами,
и угадывать, что ты ешь, что ты пробуешь, то что-то есть сродни Наполеон, а главное, дешевле, чем Наполеон, быстрее, чем Наполеон. Очень крутой, прикольный вариант. Ну, что я вам хочу сказать? Это реально очень близкий родственник Наполеона. Прямо ближайший родственник Наполеона. Поэтому я вам всем рекомендую. Маленькое количество продуктов быстро, легко делается, приготовить любой. Никогда никто не отгадает, что это за коржи там внутри вы сделали. Поэтому приготовьте, попробуйте. Это просто, недорого, быстро. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приготовьте торт. Пока!